В этом видео могло быть вступление по типу «Я жил в нищете, я уже в очки пил юпи, но когда мне попался Progress Bar 95, моя жизнь изменилась навсегда». Но я так не умею, поэтому давайте проще. Progress Bar 95, также известно как «Что, блин, кто-то реально снимает эту игру?» Еще как «Что вообще поменялось в игре за 5 лет?» Ну и когда появится Link Sport в Progress Bar? Но для большинства людей она больше известна как оперативная система Windows, macOS и прочих. Но почему-то в это интересно играть. И как обычно бывает в подобных видосах, я объясню про игру для незнающих. Progress Bar 95. Казуальная игра, в которой вы собираете сегменты в Progress Bar, копите очки на компоненты компьютера, открываете линейки систем, изучаете всякие приколы компьютера. Не знаю, говорят ли это в видосах подобного типа, но лично я нашел эту игру как раз из-за увлечения тематики Windows. Дизайн систем, их эмуляторы, звуки включения, выключения и прочее. И возможно в параллельной реальности я был бы программистом или техником по компам, ну или еще одним челом, разбирающимся в железе, как Ермаков и Мыслевец. Но сейчас я могу сказать про себя, что я небольшой знаток по этой теме. Тем не менее, с нахождением этой игры спустя время, в январе 2020-го появился этот YouTube канал, в который я веду уже 6-й год, ровно как и играю в эту игру. Впрочем, как бы это ни звучало так, что я отбеливаю игру, есть очевидный минус. В это скучно играть. Причем с самого начала все не так плохо. Весь этот вайп старых систем очень сильно завлекает, но чем дальше в лес, тем больше систем, у которых мало что незначительные детали между собой, так и все системы в линейке как одна. Ну и смотря на отрицательные рецензии, я согласен с ними. Но может есть сомнения с переносом файлов с андроида на ПК. Не, я конечно понимаю почему, но лично я предпочту переходить игру сначала на компе, нежели на телефоне. Чему это я? В общем, игра и комьюнити живет себе спокойно, но все как-то однообразно, особенно на ютубе. Не сказать, что все примерно скучно, как в начале 2020-го, но как-то дальше оно не продвинулось. Причем я не про какое-то комьюнити, там все нормально, я про саму игру. Какие-нибудь челленджи. Ну, давайте я поговорю про это, а точнее про их отсутствие. Если вы смотрели видео про какие-то игры по типу Undertale, Майнкрафта, PvZ и прочих, то возможно вам попадались какие-то ролики с определенными правилами. Любая комната случайна, отсутствие кулдауна, прохождение наоборот, один блок, с инфляцией, с ограничениями, без урона, еще какая лабуда, под конец фанатские игры и моды. Что из этого мы можем провернуть в Progress Bar? Как таковой кулдаун есть только в Progress 3D, и для этого надо редактировать код. А как именно, я не отвечу, потому что не знаю. А кто может, приглашаю в комменты. А так, в теории это могло быть прикольным. Тоже применимо с прохождением наоборот и с... Ну тут на местном любая система случайна. Тоже надо как-то редактировать код, но непонятно как. Про игру с инфляцией вообще, надеюсь, я не ошибаюсь. В игре, можно сказать, уже есть инфляция в виде сбора компонентов и сбора данных прогресса. А если затрагивать геймплей, то это можно связать с версиями с 0.20 до 0.23. И по сути можно проходить там. А вот с аналогом одного блока это можно сделать. К примеру, играть только на Progress Bar 95 и выполнить тот максимум, который мы можем сделать. Хоть и с каждым разом придется выходить в меню выбора систем после их же закрытия, в пределах челленджа нужно не заходить в них и тем более играть. Без урона тоже вполне выполнимый челлендж. Главное, чтобы были четкие правила, не нарушающие и не облегчающие прохождение, а то получится второй ролик Obsidian Time. С ограничениями, и с теми, и с другими, тоже вполне выполнимо. Но если со вторым все понятно, то в реалиях игры можно, к примеру, не пользоваться командной строкой, браузером, да и в целом проходить без дополнительных утилит. Ну и естественно модификации и фан-игры. Думаю, вы знаете по моим 3 роликам, что существуют моды по игре, но если затрагивать техническая составляющая, то никаких сложностей там нет. Лично для меня, возможно повторяюсь, все модификации отличаются только стилистически и небольшими деталями, но по сложности они на одном уровне. Конечно, и не требую чего-то кардинального по типу открытого кода. Я требую хотя бы какого-то обновления моддинга. По новым титерам нас ожидает новая линейка систем. И хотелось бы, чтобы вместе с этим добавили еще и возможности для модов, а то они стоят на тех же костылях уже 3-й год. Ну и мини-игры. Их немного, что-то есть, к примеру, на itch.io. Из интересного есть 2 игры от этого чела, шутер и нелюбимые пятнашки. Progress Cli 95, тот же Progress Bar 95, но в командной строке. Даже есть русский язык. Еще есть какой-то упрощенный Progress Bar 95, но где-то спустя примерно 15 минут сидения в CMD и удаления программы от майков, у меня так и не получилось сыграть. Но все это не то чтобы сложно, но может кроме пятнашек. Впрочем, ладно, мы уже разобрались, что из челленджей можно выполнить одну систему с ограничениями без урона. Но есть нюанс. В игре есть только одно сохранение и соответственно нет меню выбора сохранений. И на этом я бы и закончил, если бы не нашел одно видео.
Так, я, конечно, оставлю ссылку на оригинал в описании, но для тех, кому выпадло, объясняю небольшой гайд. Чтобы удалить свое нынешнее сохранение, нужно зайти в AppData, что возможно с комбинацией Windows плюс R. Далее нужно найти папку Spooky House Studios, где будет папка с прогресс-баром, где будет папка с сохранением. И теперь это можно удалить. Главное отключить облачное сохранение. Ну и если вы не хотите стереть все, что у вас уже есть, рекомендую сделать копию где-то на рабочем столе или в хранилище. И вуаля, ваш прогресс сброшен. А вообще, как интересный факт, по моим воспоминаниям, такой же видос был на канале Космоса, но его снес сам YouTube за нарушение правил сообщества. Могу предположить, что это из-за содержимого файла SafeData, поэтому тут, да и в целом, я показывать его не буду. Но ладно, все равно цель достигнута, и можно немного порассуждать, что можно было бы сделать. И я все думал, какой челлендж себе устроить. Без урона, который меня просили почти 6 лет назад, представляю лицо чела, который уже забыл про этот коммент. Или прохождение только на одной системе, где придется взять из нее максимум. За меня решил светящийся монитор модов. Думаю, вы уже поняли. Что ж, с чего начнется эта секция, так это очень важная информация. В основном тут будут футажи с моих модов, в частности DeltaOS 1.x. Это мало что значит, поэтому перейдем к входу в мод. Встретил он меня неожиданно. Сперва вылезло окно с приветствием на экране входа пользователя, а после него риторический вопрос от браузера. Но на этом неожиданности не кончаются. Решил я, значит, зайти на хардкорный режим, ибо с него и двух других режимов обычно и начинается игра. Но после того, как я нажал на иконку, появился прогресс-бар, курсор, вывеска, но сам уровень не запустился. Да и вообще эти три режима никаким образом не работают. Но все же хоть как-то поиграть у меня получилось, я зашел в сапер и получил свою первую ачивку. После чего перешел в защитник прогресса, где смог выполнить перфекционист. После разошел косынку, затем в PBXL решил собрать идеальный инь-ян, а дальше снова аномалия. Я опять зашел в защиту прогресса, попапов, как и почти всех сегментов, и нигде нет. Мне даже не пришлось обустраивать какую-то защиту, просто строить неполную веселую ферму. После этого я разошел колоду по-своему. На очередном зависании хардкора я нашел баг, да и в целом собирал бонусы как есть, и снова пошел гриндить в защите прогресса. Кстати, интересный факт. На последней теме системы появляется бонус темы, который получается через кнопку ОК. Лично я узнал это через Антона Балди. Еще интересный факт, в меню от девайсов или в текстовых файлах может появиться кнопка бонус, и при ее нажатии появится окно бонус меню. А еще что-то подобное есть в Progress.shell, но в местной панели задач. А теперь дальше. Я зашел обстреливать скрепок и получать бонусы. Не сказать, что это было удачно, но все прошло нормально. Потом снова прохожу сапера, тоже не совсем удачно. А дальше еще одна аномалия. Решил я нажать снова на хардкор, и меня перебрасывает на скрин-север. Но там была такая незначительная проблемка, и я словил софтлог. Никаких сегментов не было, я никак не могу это пройти, выйти по-нормальному тоже нельзя, поэтому я вышел из игры через диспетчер задач. Ну а пока я играю в Tower Defense, перейдем к технической составляющей. Думаю, вы уже заметили эту шикарную графику на 16 цветов. Дело в том, что хоть мы и способны проходить уровни, а играть мы никак не получаем. Поэтому у нас перманентно слабый компьютер с 16 цветами, неспешным сбором очков, постоянным ELT-монитором, ну и отсутствием диска. Да, даже так. Ну и также могу добавить, что на начале прохождения у нас 8 режимов игр, где 3 недоступны. А после получения бэджика Pro нам также открывается еще 4, где можно еще получить ачивки и бонусы. И еще, думаю, вы мельком замечали, что я перехожу на следующее окно, в то время как кнопка для перехода не появилась, или когда курсор вообще далеко от нее. Также добавлю, бывали моменты, где я не нажимаю курсором на неожиданный бонус, но уже на переходе слышится и, что неожиданно, оно появляется в списке очков. Рассказываю, как я это делаю. Чтобы перейти на следующее окно после уровня, надо нажать английскую N. Чтобы мгновенно получить неожиданный бонус, если он имеется, надо нажать на английскую B. Еще добавлю, что при получении компонента компьютера при его загрузке можно нажать на Y. Почему это работает, неизвестно. Но возможно предпосылка к этому лежит в ранее упомянутом Progress.shell, где при переходе на другое окно нужно как раз нажимать на N. Но и на интересное. Ачивки. Какие из них возможны в нашей ситуации, какие нет, а с какими все спорно. Давайте начнем с тех, которые мы никак не получим в нашей ситуации. Из очевидного, мы не можем получить систему прогресс-бара, то есть где-то 23 ачивки по отдельности, плюс 3 связанные с этим. Сюда же попадает Баро с 17 ачивками, плюс с 4 отдельными за всю линейку, RMRF, цветовой режим игры и без паники. Мы не получим BOS и серверы, у которых еще 2 ачивки. Еще мы не получим сингулярность, достижение, при котором нужно пройти уровень с помощью глупого ИИ, которого нет в модах.
так же как и пользовательского режима с двумя ачивками. Первый апгрейд стойкости, где надо пройти хардкор, не закрывая попапы, пятнашки, битпиксель и Y2K. Хоть технически мы можем набрать 2038 год для рестарта, но ачивки это нам не даст. Я вообще везде пробовал проверить, где можно, даже менял генерацию браузера на единицу, но даже так ничего не изменилось. Итого получаем 58 ачивок, которые мы не можем получить при таком прохождении. Дальше по списку неоднозначные достижения. Вообще этот пункт существует исключительно из-за еще одной аномалии. Я точно не знаю, из-за чего это произошло, но скорее всего я решил нажать на случайное скачивание, после чего я мог играть в обычный режим игры. К сожалению, сказать точно я не могу, потому что, во-первых, мое сохранение почему-то смешалось с моим основным, возможно из-за того, что я перекинул сохранение в тот момент, когда игра была включена. Во-вторых, на другом сохранении, провернув этот план, у меня хоть и открылся обычный режим, но не было ни одного сегмента. И в-третьих, даже при том случае, что мое сохранение не поломалось, здесь рандомное скачивание нельзя снова добавить в список загрузок, а значит это можно провернуть ограниченное количество раз. И хоть у меня была надежда на прогресс-силу, аналог Mozilla, она пропала вместе с файлом. Кстати да, этот зеленый экран обычные специальные обои, в которых изменен цвет. Как обычно баги, зато появился хромакей, на котором можно какой-то прикол поставить. Впрочем, по этому футажу мне есть что сказать по ачивкам. С чего все начинается, так это с Ctrl-Alt-Delete. На видео видно, как я смог собрать кнопки и ачивка выполнилась. Далее 3 вопроса. На записи, спасибо огромное, появляется случайный сегмент, из-за чего в теории мы можем получить достижение. Почему в теории? Помимо необычайного момента с моим сохранением, есть еще одна причина. Вот это хуйня. Да, я как-то не обговорил заранее, сбор сегментов здесь достаточно своеобразный. Причем эта ситуация повторяется. Я хоть и не упомянул в прошлом ролике, потому что забыл, но вкратце. Во времена, когда 1.09 была в состоянии беты, на бар X была аналогичная проблема. Синие сегменты не собираются и тупо исчезают, желтые собираются. При сборе серого сегмента наоборот сегмент появляется. И вроде бы мы собрали зеленый сегмент, но как будто бы и нет. И потом собираем какой-то другой, а нет, зеленый собран. Короче, охуенно. И ладно, в этом случае это была бета-версия, и такого в Barrix больше не повторялось. Но тут уже полноценная версия, где по идее должны быть исправлены баги. Впрочем, ладно, до такого способа прохождения мало бы кто додумался, поэтому ожидаем обновления. Кстати, к чему это? Короче, получение ачивки со случайными сегментами в теории возможно. Ну и последнее достижение – мячик. Тут проще, чем с двумя предыдущими, не ясно, появляется ли оно в целом, или так же невозможно, как стойкость. Вопрос остается открытым. И итак у нас всего 3 ачивки, с которыми все сложно. Но теперь интересно, какие достижения мы можем получить. Сперва снова из очевидного. Все основные узоры, которые 12. Розовый и серый узор по одному достижению на каждый. Бейджики по 5 штук. Заграница. 3 ачивки за 3D пространство, матрицу и за ничего не делание в трубах. Ачивки за косынку, сапера, защитника прогресса и прогресс-штейн 3D. А еще плюс ачивка за собаку в последнем режиме. Все ачивки за копание в прогресс-дос, всего 12. Сканер, галочка, поймай глаз. Главное не забыть кинуть в папку с файлом иконку в форме сердца. Божья коровка и неожиданная. 8-битные системы, дающие 2 ачивки. 8-битный компьютер и очередной хакер по Basic. Пока быстренько скажу, что итоговое количество допустимых достижений 46. А теперь рассказываю о 8-битных системах. Думаю, кто-то да удивился, что в недоступных достижениях не было 8-битных систем. Говорю сразу, я не заходил в этот монитор, как минимум, потому что там ничего не доступно. И не заходил в систему прогресс-бара, и не доходил до прогресс-бара XB. Как же у меня это вышло? PBay. Я решил ради интереса нажать в магазин в окне девайсов и увидел плюс-минус за 4096 килобайт, то есть за максимум. Я накопил этот максимум, купил за очки, и так у меня теперь 2 достижения. Впрочем, на этом тоже все не заканчивается. После я выхожу снова в мод, а там шейдер из 16 цветов исчез. И все стало нормальным. Еще Азу для данных прогресса изменил максимум с 4906 килобайт на 4. А еще если начать проходить игру на 8-битных компьютерах, то она снова словит софтлог. Ну и это все, что можно было сказать про это приключение. Адекватной концовки не будет, потому что ее нет. А ее и так в прогресс-баре нету. Ну тогда вообще посыл этого ролика должен был быть таким, что улучшите моддинг в прогресс-баре, 3 года прошло. Но это и так ясно, к тому же всем не интересно. Главный посыл этого видео в том, что не существует преград, которых нельзя обойти. Не существует проблем, которых нельзя решить. Главное хранить в себе настойчивость, терпение и жесткий диск. А еще на моменте написания сценария мне попалось вот это видео. Хоть я и не смотрел, но поддерживаю. Я потратил на это месяц жизни, поэтому больше видео не ждите.